имеет ли все это смысл, если есть некое незримое существо, которое может управлять судьбой человека? Это существо — художник, а точнее целая семья величайших художников. Им подвластно все внутри холста. Или не все. Сегодня я выскажу несколько мыслишек по поводу сюжета игры Экспедиция 33. В этом видео мы поговорим, кто такие писатели и чего они добиваются, запретный потенциал Алисии, благодаря которому она может стать героем следующей части, и, наконец, почему число 33 повторяется в каждом повороте сюжета. Возможно, я нашел его значение. Эта игра полностью заслуживает всех тех хвалебных видеороликов, которые уже есть на ютубе. Экспедиция 33 ломает все устоявшиеся стандарты индустрии игр. Вы наверняка уже смотрели все эти видео, где говорится, что бывший разработчик Ubisoft создал очень крутую игру. И это действительно так, но я бы не хотел зацикливаться на всех этих циферках онлайна и какой-либо подноготной создания игры или кто такие разработчики. Просто чтобы вы понимали, я проводил в игре по 12 часов каждый день, стримя ее на ютубчик. Всего примерно за 7 дней я смог наиграть более 100 часов. И что самое интересное, за все это время я ни разу не подумал о том, чтобы записать о ней ролик. Она настолько завлекла меня своим сюжетом, что я просто не мог оторваться. Также игра с самого релиза невероятно оптимизирована, несмотря на репутацию своего движка. Более того, вы даже можете наблюдать эти богоподобные футажики, едва ли дотягивающие своим качеством до 720p. И я невероятно кайфовал от стабильных за 30 FPS. Да, если хотите, можете поддержать меня донатом, чтобы у меня появилось что-то лучше, чем 1050 Ti, но это совершенно не обязательно. Но вот что я действительно рекомендую, это купить Экспедицию 33, поверьте мне, вы не пожалеете. А чтобы ее купить, друзья, нашел для вас реально годный способ, как быстро, удобно и еще и выгодно пополнить баланс Стима. Копикод — это надежный и проверенный временем сервис с интуитивно понятным интерфейсом. Более 19 миллионов успешных пополнений говорят сами за себя. С помощью сайта Копикод вы сможете пополнить Steam буквально за пару минут. Все делается в 3 простых шага. Переходите по ссылке в описании, вводите мой промокод MALUR, он снижает комиссию на 4% при пополнении Steam и дает до 5% скидки на покупку игр ключом. Выбирайте удобный способ оплаты и просто подтверждаете оплату. Но это еще не все. На Копикоде можно найти горячие новинки игр или купить ту, о которой давно мечтали. Например, я обязательно возьму себе Экспедицию 33, которая здесь даже дешевле, чем в Стиме. А также я давно заглядывался на Метроидванию Мандрагора. Ее тоже можно взять прямо на сайте. Плюс на Копикоде постоянно действуют прогрессивные скидки, кэшбэк на каждую покупку и проходят розыгрыши призов. Все, чтобы помочь вам играть в любимые игры выгодно. Все ссылки и промокод в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. Меня настолько потрясла эта игра, что я даже забыл поздороваться. Рафлан, здорово, с вами как всегда Малурчик. Давайте пока что поговорим про сюжет игры вне холста. В реальном мире игры существуют разные семьи художников. Одна из самых талантливых, знаменитая по всему Парижу, семья де Сандер. Одной из самых талантливых художниц в Париже считается Алина де Сандер. По совместительству жена Ренуара де Сандра. У них есть старшая дочь Клеа. Она невероятно талантлива. Ее возраст неизвестен. А вот возраст Алисии, младшей сестры Клеа, известен. Ей 16 лет. Также у них есть братик Верса, который на момент действия игры уже мертв. Зато в одной из концовок игры мы видели его надгробие, в котором точно указана его дата рождения и смерти. Он жил с 22 февраля 1879 по 33 декабря 1905. И хотя цифра 33 в декабре очень меня напрягает, но тем не менее мы можем посчитать, что он прожил примерно 26 лет. По игре мы видим один из флешбеков Алисии, в котором предстает настоящий Верса. Видимо, она вспомнила, как это примерно выглядело в момент, когда Верса погиб. Это единственный момент, когда мы видим Верса, так сказать, вживую. Учитывая то, что Верса спас от пожара Алисию своей жизнью, они были очень дружны. Кстати, очень важный момент заключается в том, что Клеа говорит, что однажды писатели уже использовали Алисию. В следующем предложении она говорит, что не обещает сделать такой же выбор, что и Верса, а затем, что Верса отдал свою жизнь за Алисию. Соответственно, как я понял, Верса погиб по вине Алисии.
По крайней мере, все это с тех же слов Клея. Но кто такие вообще эти писатели? Что мы точно знаем, так это то, что есть некий конфликт между писателями и художниками. А вот кто такие сами эти писатели и что они умеют, нам пока что не раскрывается. Но в игре есть очень интересные намеки на кое-какую деталь. Итак, смотрите, у каждого в семье Десандер должна быть своя комната. В игре можно находить кучу секреточек, благодаря которым открываются новые двери в особняке. Я открыл все двери и пробежался по всем комнатам. Итого я выяснил, что даже у собаки есть своя комната. Но давайте переключим свое внимание на более важных деталях. Например, комната Верса, которая находится неподалеку от комнаты Алисии. Кстати, жилые комнаты я отличал по наличию кровати методом гениальной дедукции. Ну и соответственно тут вот эта игрушка Эскье, которая намекает на то, что это все-таки реально комната Верса. Также тут есть небольшое количество книг и вот такие вот ноты. Пройдя через двери, мы окажемся во второй половине комнаты. Здесь уже чуть больше книг, и, видимо, здесь Верса мог оставаться наедине с собой. Также тут есть, очевидно, личное пианино Верса. Также тут есть несколько намеков на Жистралей, но в целом по его комнате все это не так интересно, как у Алисии. Но перед Алисией разберем комнату Ренуара и Алины. Супружеская пара, как это ни странно, спит на двуспальной кровати. На тумбочке у них 2 бокала, что, естественно, подтверждает теорию, что это все-таки их комната. Также тут есть вот такая ванная комната. Интересно, это единственная ванная на весь их особняк? Если да, то Алисия постоянно проделывает очень долгий путь от своей комнаты. В углу мы видим гитару и гармошку. Также намекает, что вся семья очень любит музыку. Также она невероятно обеспечена, потому что у них есть телефон, что как бы символ роскоши в то время. Комната Клея. Мы можем узнать это по музыкальной дорожке, которая здесь была. Название пластинки в переводе что-то вроде «Клея, не тяни свою сестру за волосы». Также тут есть вот такая арфа, очередной музыкальный инструмент в этой семье. Она реально творческая. И вон те вот ноты указывают на то, что она реально играет на арфе. Тут есть куча невронов, всяких их картин, фигурок. В особняке есть еще вот такая вот непонятная комната с кроватью. Честно говоря, не помню, что здесь произошло, когда я впервые сюда попал. Но теперь самая интересная комната Алисии. Заходя сюда, мы видим кровать и невероятное количество книг на разных полках. А вот теперь очень важная деталь – печатная машинка. Казалось бы, это просто элемент декора, как и все остальное. Те же самые книги, не будет же каждая книга что-то значить, ведь так? Но нет, дело в том, что я больше не встречал ни одной печатной машинки во всем особняке. Ладно, давайте посмотрим, что находится во второй части этой комнаты. То есть за дверью, за которой Алисия может уединиться. Вот здесь вот. Еще большее количество книг, диван и отдельное рабочее место. Это уже вторая печатная машинка в комнате Алисии. Мы не знаем, было ли точно так же все в реальном мире Алисии, но, по крайней мере, в нарисованном здесь есть эта печатная машинка. И она расположена только в комнатах Алисии. Казалось бы, печатает и печатает. Письма, книги, пусть что угодно печатает. Но, как мы знаем, в сюжете нам говорили, что Алисия была чужой среди художников, и она не имела такого таланта, как ее старшая сестра. А теперь складываем факты. Помните, что Клея говорила? И не забудь, что эти двое сейчас находятся там по единственной причине. Твоя наивность стоила жизни Верса. Создаем у себя в голове некую зарисовочку. Писатели – некие люди, возможно, с такими же могущественными способностями, как и у художников. И Алисия, скорее всего, переписывалась с одним из таких. Неизвестно по какой причине и как, но письмо оказалось в доме. Его хотела открыть Алисия, но это сделал Верса. Тем самым он, получается, спас ей жизнь. Хотя никакой разъясняющей сцены у нас в игре не было, мне кажется, все это раскроется уже во второй части. Там, возможно, что-нибудь придумают, типа Алисия там хорошо относилась к каким-то писателям, у них что-то закрутилось, начали переписываться, он начал ее учить какому-то искусству. То есть она и так уже в семье самых сильнейших художников, что могут научить ее рисовать. Но, видимо, она не очень любит рисовать. И, возможно, она прониклась искусством писателей и изучает его из книг. Тут как-то раз пришло письмо от реального писателя. Короче, для второй части у нас намечается вот такой вот ГГ Нитокусик, который умеет и рисовать, и писать. Кстати, в семье Десандер все, кроме Алисии, увлекались музыкой. Возможно, кроме писателей и художников, в этом фантастическом мире существуют еще и какие-то музыканты. Но это уже совсем ничем не подкреплено. Ах да, я еще обещал рассказать про циферку 33, которая встречается очень много где. Она есть в названии игры «Экспедиция 33». В начале игры собирается «Экспедиция 33», на монолите нарисовано 33. И даже в концовке «Жить, чтобы любить» на могиле Верса написано 33 декабря. Кстати, вот как переводится вот эта фраза.
a jamais peint dans nos cœurs. Давайте немножко отвлечемся. Задумывались ли вы, сколько время идет в холсте? Монолит существует как минимум 67 лет, а Ренуар, согласитесь, не выглядит так. Да и сама Алисия пробыла в холсте целых 16 лет. Но по возвращении в реальный мир она не выглядит на 30+. Итак, я выдвигаю свою теорию, не обоснованную абсолютно ни на чем, кроме моей логики. Я считаю, что время в холсте идет 1 к 33, то есть 1 год в реальности равен 33 годам в холсте. Соответственно, если Алисия провела 16 лет в холсте, в реальном мире прошло всего лишь полгода. И вот это противостояние Алины против Ренуара в холсте, которое в Монолите длилось 67 лет, в реальности потратило чуть больше 2 лет их жизни. Согласитесь, звучит весьма реалистично. Кстати, за этот ролик я даже не затронул события в холсте. Подписывайтесь на канал, если хотите еще такого контента. Бусти, ТГ, Дискорд и все, что хотите в описании.